Здравствуйте, дорогие друзья! Очередная посылка Китай AliExpress. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Пришла очередная новинка от Xiaomi Smart браслет Mi Band 4. Начнем с упаковки. Xiaomi начала экономить на упаковке, для того, чтобы сделать браслет более дешевым для нас. Этот эксперимент был первым использован на Mi Band 3, хотя третий изначально выпускался в стандартной фирменной белой упаковке. Ну да и ладно. Спереди на упаковке изображение самого браслета. По бокам обозначение возможностей. Защита от воды с возможностью погружения до 50 метров. Можно производить тренировки, слежение за сердечным ритмом, цветной дисплей, получение уведомлений и слежение за активностью. С обратной стороны некоторая информация. Ну а сейчас вскроем упаковку. Так, в пакетике идет браслет. Сверху зарядное устройство. А снизу довольно толстая инструкция на английском языке. Кстати, забыл сказать, сейчас на обзоре у меня глобальная версия браслета. Перейдем к самому браслету. Браслет выполнен в стандартном исполнении, резиновый гипоаллергенный ремешок, в который установлена капсула. В этот раз дисплей сделали плоской формы, как и у второй модели, а в третьем Mi Band был выпуклый. С обратной стороны капсулы датчики для измерения пульса и приближения, и два контакта для зарядки браслета. По сравнению со вторым и третьим Mi Band, капсула не засовывается боком, а вставляется внутрь. В принципе удобно, но хотелось бы увидеть бесконтактную зарядку. Но мне кажется, что была бы уже другая цена. Надеюсь, в пятой версии Xiaomi реализует это. Браслет приходит в неактивированном состоянии. Для активации браслета необходимо произвести сопряжение с телефоном. Для этого в Play Market скачиваем приложение Mi Fit. Регистрируемся в нем и нажимаем «Добавить устройство», выбираем браслет. Подносим браслет поближе и нажимаем «Подтвердить соединение». Далее небольшая инструкция. Можно ставить блокировку браслета. Допустим, поставили на зарядку браслет, и он блокируется. Разблокировать можно только вводом пароля. Также, если вы потеряли браслет, никто не сможет посмотреть ваши уведомления. Далее большее количество видов активности и возможность управлять музыкой с браслета. И вот сразу же прилетело обновление. Ждем. Обновление закончилось. Пробежимся немного по настройкам Mi Fit. И первое, что бросается в глаза, это новый пункт «Настройка циферблата». Переходим. Здесь мы можем поменять основную заставку браслета. Сейчас их 56. Но я думаю, со временем их станет больше, а наши специалисты с FOPDA добавят свои. Для установки заставки выбираем понравившуюся, жмем «Синхронизировать», и через некоторое время заставка меняется на браслете. Далее идет стандартная настройка. Там все просто и понятно. Я думаю, даже тот, кто купил впервые браслет из линейки Mi Band, легко разберется. Еще один новый пункт – лаборатория. Здесь мы можем настроить блокировку браслета, установив пароль, о которой я говорил ранее. Да, забыл немного сказать о технических характеристиках. Вес браслета 40 грамм, имеется влагозащита, экран AMOLED сенсорный 0,95 дюйма. По сравнению со старыми собратьями защищен закаленным стеклом, с покрытием от отпечатков пальцев. NFC присутствует только в китайской версии. Также и голосовой ассистент присутствует только у китайца с NFC. Аккумулятор у версии без NFC 135 мАч, с NFC 125. Соответственно и автономность с NFC до 15 дней, а без нее до 20 дней. Время зарядки до 2 часов. Конечно, главная фишка четвертого Mi Band – это цветной дисплей, который достаточно яркий и хорошо отображает информацию на солнце. А сейчас немного пробежимся по меню самого браслета. Перелистывание меню происходит, как и в третьей версии, сверху вниз или наоборот. Первый пункт – это статус. В нем видно, сколько мы прошли шагов, расстояние, сожжено калорий и есть ли непрочитанные уведомления. Следующий пункт – измерение пульса. Здесь все просто. Нажимаем на сердце и ждем результата. Далее тренировка. Здесь выбор режимов стал более расширенный. Следующий – погода. Отображается сегодняшняя погода и прогноз на 4 дня. Дальше идут уведомления. Ну и последний пункт – это дополнительно. Здесь можно включить или выключить режим «Не беспокоить» на браслете. Также можно включить или отключить будильник, который заранее был настроен в Mi Fit. К сожалению, умного будильника нет. Далее пункт «Музыка».
Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо заранее запустить свой плейлист на телефоне. И с помощью браслета мы можем регулировать громкость, ставить на паузу или переключать трек. Кстати, меню управления музыкой мы можем быстро запустить с главного экрана, движением вбок, что очень удобно. Еще в дополнительных настройках можно запускать секундомер, таймер и можно найти телефон. А также включить или отключить режим без звука на телефоне. В пункте дисплей выбираем, какая у нас будет заставка на главном экране. Можно выбрать только из 3 стандартных и одной синхронизированной. Ну и самый последний пункт – это настройки. Здесь есть очень полезная функция, как регулировка яркости. Нужная вещь, которую можно подстроить под себя. Также тут можно включить блокировку экрана, которая даст защиту от произвольных нажатий. И новый пункт – перезагрузка устройства. Если сравнивать между собой Mi Band 2 и 4, то у них только внешнее сходство, а функционал отличается. Все функции Mi Band 2 вмещаются в 2 пункта 4 Mi Band. И, конечно, цветной экран. Так что второй Mi Band можно спокойно менять на 4, как я и сделал. А вот разница между 3 и 4 Mi Band не такая уж и большая. Конечно, первое – это цветной дисплей, ну и пару новых функций, которые не такие уже и значительные. Конечно, разница будет большая, если Mi Pay появится в России. И плюс голосовой ассистент для управления умным домом будет работать. То однозначно нужно брать 4 поколение. Но это только есть на китайской версии Mi Band 4 с NFC. Надеюсь, мое видео поможет определиться с выбором. Напишите свое мнение под видео про новый браслет от Xiaomi, а также какой версией пользуетесь вы. На этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Обязательно ставим лайки. Всем пока.